Так, ребятки, скажите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно? Напишите, пожалуйста, в чатик. Так, ребят, у меня просьба, кто есть в No Limits, тоже напишите, пожалуйста, что мы уже начали эфир. Так, так, Ангелина, видно, слышно, благодарю. Так, видно, слышно, спасибо, ребятки. Так, ну что, тогда подождем пару минуточек, как обычно, чтобы все, кто хочет, собрались. И сегодня продолжим нашу очень интересную тему. Я, знаете, что хотела сказать? Я за последнюю неделю столько раз плакала, в хорошем смысле этого слова, потому что я получаю от вас такое количество сообщений, такое количество писем. Это просто потрясающе. Я говорю, что мне стоило задуматься о том, чтобы уйти только ради этого. Все молчали, 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 и тут вдруг все решили мне написать. Это просто, я получила, я на Телеграме получила более 1000 сообщений, ребят, с вашими теплыми словами. Поэтому не будем держать в себе. Поставьте, пожалуйста, сейчас лайк этой трансляции. Когда трансляция закончится, тоже напишите какой-то комментарий, потому что, к сожалению, YouTube не переносит комментарии со стримов, не переносит их потом под видео, только просмотры переносит. Поэтому будьте любезны, если этот эфир окажется для вас полезным, если вы в этом эфире что-то для себя найдете и возьмете, то, пожалуйста, тоже напишите хотя бы в 2 словах. Так, и напишите, пожалуйста, в группу No Limits. Ксюша, если Ксюша здесь есть, Ксюш, напиши, пожалуйста, прям в канале, что мы уже начали наш эфир. Так, давайте подведем немножечко итоги, на чем мы с вами остановились. Так, сейчас я подвину поближе. Сяду поудобнее, расслаблюсь. Так, давайте мы с вами подведем итоги, на чем мы с вами остановились в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами говорили об эго, что такое вообще эго. И мы пришли к нескольким очень важным выводам. Первый вывод, что эго – это наша личность, по сути. Мы можем говорить о том, что эго является нашей личностью. И второй важный вывод, который, вот, кстати, мне многие тоже ребята писали, что после этого эфира действительно очень много всего поменялось в голове, да, в психологии. И это действительно так и работает, потому что когда мы понимаем вообще, как мы устроены, у нас пропадает огромное количество к себе претензий, потому что когда мы понимаем, что то, как мы проявляемся, да, что то, как мы с вами, личность, это же что? Это та наша часть, которой мы, по сути, которую мы показываем. То есть это та часть, которую мы, ну, есть вот кто был у меня в терапии, знают, есть такое понятие, как персона, есть такое понятие, как тень. То есть мы с вами демонстрируем всегда персону, это как раз вот эту личность. То есть, по сути, мы с вами демонстрируем эго, и именно эгом мы с вами взаимодействуем с внешним миром, включая других людей. Катя, ваши эфиры очень ценные и нужные. Благодарю, Юлия. Привет, привет, привет. Да, присоединяйтесь, мы пока пару минут вспомним, на чем мы закончили в прошлый раз. И, соответственно, когда мы с вами начинаем понимать, то есть какому-то человеку для того, что, да какому, не какому-то, вообще в целом, если бы мы с вами
вот так не распаковывали, как мы этим занимаемся сейчас в эфире, то для того, чтобы прийти вообще вот прийти к тем выводам, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, человеку нужно сделать сотни часов проработок, потому что после сотен часов проработок он, по сути, обнаруживает то, что я вам рассказала. То есть он начинает это видеть, и он начинает это понимать, и он начинает это осознавать. И, соответственно, почему проработки-то и хорошо работают? Ну, понятно, смотря какие проработки, это, естественно, есть проработки эффективные, есть неэффективные, это уже другой вопрос. Но, по сути, мы к этим вещам приходим. Это не то, что я придумала или где-то, допустим, прочитала, да, это те вещи, к которым ты приходишь в результате там работы с собой, с огромным количеством людей, потому что помните, что я еще работаю с компаниями, я еще работаю с сотрудниками больших компаний, и там огромное количество людей. И, соответственно, можно видеть и понимать некую динамику, как это устроено. И мы с вами обнаружили, что эго, оно формируется у нас с вами, когда мы взаимодействуем со внешним миром, и этот внешний мир дает нам некую обратную связь. И вот ту обратную связь, которую дает нам внешний мир, мы и начинаем встраивать в свою личность. То есть, по сути, мы считаем собой те реакции внешнего мира, которые он нам протранслировал на нас, да, то есть мы определенным образом проявляемся, себя ведем, взаимодействуем с внешним миром, он дает нам обратную связь, и мы эту обратную связь принимаем за истину, и нам начинает казаться, что это я и есть. То есть если мы с внешним миром взаимодействовали так, что внешний мир давал нам обратную связь, что какие мы хорошие, какие мы послушные, какие мы удобные, то это и составляет нашу личность. То есть мы начинаем считать, что мы такие и есть. Если же у нас постоянно были стычки, тяжелое детство и так далее, и мы получали обратную связь, что со мной что-то не так, то по сути это и начинает составлять мою личность. То есть я начинаю себя приравнивать к тому, что со мной что-то не так, это я, да, хотя на самом деле это не имеет никакого отношения к реальности. То есть эго — это личность, а личность, можно ли сказать, что личность — это я, когда, в принципе, это вообще ко мне никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к тому, какую обратную связь дал мне внешний мир при неком моем проявлении. И когда ты понимаешь, что, по сути, это то, из чего ты начинаешь состоять в целом, да, вот кто-то пишет, какие же вы тупые, думая, что понимаете людей. Александр, вы знаете, людей понять не так сложно, как вам кажется. Это, наверное, вообще самая простая история, которая может быть в этой жизни, это вообще понять других людей. Потому что мы все с вами, к сожалению или к счастью, одинаковые. И через себя можно понять абсолютно любого человека, но не суть. Так вот, получается, что мы сформировались определенным образом, мы являемся определенной личностью, и нам кажется, что у нас есть выбор. Выбор в действиях, выбор в реакциях и так далее. А на самом деле мы действуем исключительно в рамках этой личности. То есть мы ездим по вот этим программам личности. И, соответственно, когда ты начинаешь это понимать и осознавать, очень много вопросов к себе отпадает на этом этапе однозначно, потому что ты понимаешь, что ты абсолютно не виноват, всем привет, да, что ты абсолютно не виноват в том, что ты действуешь определенным способом, например, каким-то неэффективным, да, например, ты живешь свою жизнь и никак не можешь ее жить таким образом, которым ты хочешь. У тебя есть какие-то цели, у тебя есть какие-то желания, у тебя есть какие-то мечты.
и ты как будто бы все время пытаешься их реализовать. Ты вроде знаешь, чего ты хочешь, вроде бы ты понимаешь, что нужно делать, но все идет через одно место. И тебе кажется, то есть, что с тобой что-то не так. А на самом деле в рамках человека вообще нет такого понятия, что со мной что-то не так. Вот эта вся ущербность, которую мы с вами испытываем время от времени, или, возможно, в которой там есть люди, которые в этом живут всю жизнь, она исключительно в эго. Она только в эго. Только эго играет в ущербы. Только эго. Больше некому в это играть. Человеку не нужно доказывать, что он человек. Человеку не нужно становиться лучше, лучшей версией себя, да, там, допустим. Человеку это не нужно. Это все игры внутри эго. Ему нужно постоянно доказывать себе, что я не ущербный, что я хороший, что я там умный, что я красивый, что я еще какой-то. Это, знаете, я абсолютно четко могу сказать на собственном опыте, потому что раньше, например, у меня было очень много оценочных суждений. Я, например, смотрела, когда на женщин, у меня вот эта вот оценка, она летела впереди того, как я успевала подумать, что я оцениваю. Там внешность, да, там как она одета, как она выглядит, это было все автоматически. И у меня всегда, я думала, что есть люди красивые, что есть люди некрасивые, что есть там люди привлекательные, что есть люди непривлекательные. И только когда я начала смотреть на человека вне эго, я поняла, что я не различаю, я перестала различать, вот у меня ушел вот этот фактор красивое, некрасивое. Я даже не замечаю, я даже могу там не помнить, а какая фигура была там у девушки, да, там, ну, грубо говоря, если раньше я четко там, о, это жирненькая, да, там, там, о, это худенькая, то есть это всегда была такая первая оценочка, то сейчас я даже не вспомню, да, там, какая она была по своим габаритам, я реально не помню, потому что я даже этого не видела, я даже этого не воспринимала, поэтому даже чисто вот то, что вопрос вот этого визуального восприятия, когда фильтр снимается, то есть линзы вы сняли, очки вы сняли, и совершенно по-другому начали видеть людей. Вот сейчас, допустим, я не скажу, если вы мне зададите вопросы, а вот этот человек красивый или некрасивый, я не смогу ответить вам на этот вопрос. Для меня все красивые. И это наработанная совершенно точно, я вам хочу сказать, что это наработанная история. Для меня все девочки красотки и все мужчины тоже интересные мужчины. Насколько мужчины могут быть в принципе красивыми, это, конечно, под вопросиком, это я сейчас токсичу, это я сейчас вас триггерю, чтобы вы немножечко это самое, начали возбуждаться эмоционально, чтобы эмоции включились, но тем не менее, насколько мужчины могут быть симпатичными, да, настолько они все симпатичные. Это все очень круто работает, это все действительно рабочая история, рабочие механизмы, не какой-то там бла-бла-бла. Все это я проживала на себе, все это я знаю, как работает, знаю точку, с которой я начинала, знаю точку, в которой я нахожусь сейчас, и приблизительно даже понимаю ту точку, куда я еще двигаюсь. Поэтому, когда мы с вами снимаем фильтры, когда мы эго выводим из уравнения нашей жизни, жить становится проще, радостнее, легче. Самое главное, что легче, это только здесь. Снова-таки у эго все очень сложно, у эго все очень серьезно, у эго все очень сильно тяжело. Поэтому если мы с вами будем говорить о жизни в легкости, да, там, о движении к целям в легкости, о деньгах в легкости, тут сделаю ремарку, потому что могут смотреть люди какие-то новенькие. Скажу сразу, что деньги в легкости и жизнь в легкости – это не про то, что вы лежите на диване и ничего не делаете. Хотя полагаю, что такой уровень тоже существует, но я туда еще пока не пришла. Это про то, что вам напрягаться и делать даже какие-то сложные действия становится легко. Это об этом.
И в эго такого быть не может, потому что эго играет в игру сам собой. Докажи себе, что ты, докажи сам себе, что ты не осел. И поэтому путь героя, он у нас всегда в эго, да, путь борьбы, путь доказательств, он у нас всегда в эго. Это такой маленький спойлер. Сегодня я хочу разобрать с вами эго с другой стороны и рассказать как раз о том, о чем я не сказала в прошлом эфире. Это то, после чего много у кого сегодня перевернется мировоззрение. Потому что сегодня скажу непопулярную историю. Не знаю, может быть, вы где-то встречали, может быть, кто-то уже об этом говорил. Я, во всяком случае, с этим не сталкивалась. Но сегодня мы разобьем наше эго в пух и прах. Сегодня мы поговорим о том, как эго формируется, потому что в том, как раз как оно формируется, и заложены все механизмы понимания, почему я такой, да, почему я не более успешный, почему я не более богатый, там, или почему у меня ничего не получается. Значит, мы с вами вывели первый тезис, который заключается в том, что эго – это личность, которая сформировалась на основании того, как меня оценивали другие люди. Если мы пойдем еще глубже, если мы копнем еще глубже, то тут даже дело не в том, как меня оценивали другие люди. Тут даже дело в том, удовлетворял я или не удовлетворял потребности других людей. Здесь все гораздо хуже, потому что если бы хотя бы еще это было на уровне оценки, еще ладно, с этим бы можно было как-то жить, и это бы можно было как-то пережить. Но здесь все гораздо хуже, потому что мы были хорошие в тот момент, когда мы удовлетворяли потребности других людей, и мы были плохие, когда мы их не удовлетворяли. И в принципе мы так и живем. То есть, по сути, кто такой хороший человек? Хороший человек – это человек, который удовлетворяет мои потребности каким-либо образом, да? Там, резонирует моим там каким-то внутренним убеждением, делает что-то хорошее для меня, там, не знаю, подстраивается, там, удобно и так далее, это хороший человек. А человек, который постоянно там что-то свое в жизни отстаивает, он, конечно же, плохой человек. То есть мы, в принципе, социум по сей день так и функционирует, ничего не поменялось. Просто мы сейчас взрослые люди, мы можем на это посмотреть по-другому и это изменить. Но, по сути, ничего не поменялось. И второй, самый главный аспект, это то, что мы с вами говорим, что такое эго, да? Эго – это определенный набор качеств, определенный набор стратегий, определенный набор программ. То есть мы можем с вами из этого сделать вывод, что наша личность – это определенный набор алгоритмов, то есть это бот. То есть когда я в этот мир иду как личность, я просто бот с определенным набором алгоритмов и программ. А теперь вишенка на торте. По моему мнению, которое сложилось у меня на основании большого количества лет исследований и работы с людьми, я считаю, что эго – это набор защитных механизмов и компенсаторных механик. И сейчас я вам это докажу, сейчас я вам расскажу, как это формируется. То есть вот смотрите, как формируется эго. Например, живет мальчик, маленький мальчик, и он начинает там бегать по квартире, там, например, шуметь. А у мамы в этот момент потребность полежать в тишине и отдохнуть. Этот мальчик там бегает по комнате, визжит, кричит, и еще, не дай бог, в этот момент он там заходит в комнату, мама, 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 что-то начинает над ней там прыгать, бегать. И в этот момент, поскольку у мамы другая потребность, а мальчик сейчас ее потребность не удовлетворяет, да, здесь конфликт интересов возникает, и мама его как-то задвигает в какой-то форме, либо в легкой там подожди, или там пойди сам побегай, либо может как-то жестко даже задвинуть, да, сказать, да что ты все время носишься, да можешь ли ты заткнуться, да посиди ты спокойно. Но в любом случае, хоть на лайте, если произошла эта история, хоть в тяжелой форме, ребенку транслируется, что твои проявления неуместны, и когда ты проявляешься, с тобой что-то не так.
Соответственно, дальше, да, всем добрый вечер. Соответственно, дальше формируется слой, то есть вот есть непосредственное проживание и переживание реальности, которое у нас у всех присутствует в детском возрасте. Мы, рождаясь, у нас еще эго нет, оно у нас еще не сформировалось, личность не сформировалась, мы напрямую переживаем реальность, вот просто с ней взаимодействуем. И в этот момент, когда мы взаимодействуем с реальностью, ее переживаем, у нас потихонечку начинают формироваться вот эти все наши программы. То есть формируется некий защитный механизм, что так, я не буду, наверное, бегать, прыгать больше, не буду больше кричать, потому что для ребенка-то, это нам, взрослым-то, уже как будто бы все равно мы не зависим от оценок других людей. Да, мы продолжаем их воспроизводить, но мы от них уже, по сути, не зависим. От того, что кто-то подумает, что я плохой человек, ну, от этого моя жизнь уже никак не изменится. А для ребенка это очень важно, потому что для ребенка это вопрос выживания. Почему мы вырастаем такими удобными, подстраивающимися и зависящими от чужого мнения? Потому что тогда это было на уровне выживания. Тогда, допустим, если маму обидеть, папу обидеть, это угрожало непосредственно жизни ребенка. Потому что они тогда не будут меня кормить, они тогда не будут меня поить, и я могу умереть. То есть, соответственно, здесь я понимаю, что так, нужно заткнуться, и помимо этого во мне начинает прорастать вот это зерно ущербности. Естественно, оно начинает прорастать. На нем-то, в принципе, эго держится, оно-то приклеено как раз вот к этой нашей ущербности. Мне в детстве говорили: делай что угодно, но только не волнуй маму. О, вот, у нее больное сердце. Я и жила, заглядывая в мамино лицо, вот это мое действие вызывает волнение или нет. Вот, пожалуйста, классика, напишите, у кого что было, напишите. Напишите, у кого что было. Мне, например, мама в детстве все время говорила: надо терпеть, надо типа терпи, ты взрослая, поэтому потерпи. У меня вот такой вайб всегда был дома, что я взрослая и что я должна терпеть, что я должна быть терпилой. Вот, и смотрите, какая ситуация. Образовывается защитный механизм. То есть, по сути, ребенок уже не может делать то, что он делать хочет. То есть он уже не может прыгать, бегать и проявляться. И, соответственно, это очень сильно начинает тормозить его дальнейшее развитие. Но психика-то у нас умная, психика-то у нас умнее, чем мы, чем эго. И что делает психика? Она настраивает над вот эта защита, то есть бац, захлопнулись ворота, тебе нельзя вот это делать, да, это небезопасно. Там небезопасно кричать, бегать, играть, радоваться, небезопасно делать, что ты хочешь. Возможно, у кого-то небезопасно даже просить, просто просить, что хочешь, потому что бывают такие ситуации, когда ребенок что-то у родителей попросил, они его застыдили, что ой, как ты можешь, это же дорого, там, вот мы ж не Рокфеллеры, мы ж не миллиардеры, там, типа, вырастешь, сам себе купишь, еще и зачмырили. И кто-то себе запрещает даже что-то просить, а потом и что-то хотеть. Вообще, в целом, это тоже классика жанра. То есть захлопывается вот этот механизм, это называется защитный механизм. Что такое защитный механизм? Защитный механизм – это такой механизм психики, который не пускает нас в определенные действия или в определенные проявления, потому что там небезопасно, там мы вваливаемся опять вот в то проживание, когда мама нас чмырила. И, соответственно, захлопывается вот этот механизм, нам нельзя. И у нас два варианта. Либо мы становимся жестким социопатом, да, потому что мы не можем проявляться. Если мы не можем проявляться, мы не можем как минимум общаться со сверстниками, выстраивать вот эту социализацию.
И получается, что человек либо становится, если он остается на вот этом уровне защитного механизма, он либо социопатом становится, либо если все-таки психика его была такая более мобильная, более устойчивая, то дальше над защитным механизмом формируется компенсаторный. Что такое компенсаторный? Компенсаторный — это когда нельзя, но в некоторых условиях можно. То есть это когда в целом бегать, прыгать, радоваться нельзя, но иногда при каких-то условиях это делать можно. Вопрос, при каких условиях, да, это делать можно. Например, когда нету там дома родителей, можно побегать, попрыгать, покричать, да. Например, вот давайте даже, знаете как, давайте, наверное, вот эту историю, мы потом ее проговорим уже на взрослых сценариях там зарабатывания денег и так далее, вот на каком-то таланте, да, что вот, допустим, у ребенка есть талант, не знаю, петь, стишки рассказывать, танцевать, выступать, и вот он в детстве там пытался это делать, его задвинули, соответственно, захлопнулись ворота, у него сформировался защитный механизм, нельзя, проявляться нельзя, делать то, что хочется, нельзя. Кстати, обратите внимание, это вообще просто поголовная история, поголовный бич современного общества. Это запрет, в принципе, на то, что я хочу. Что вообще не важно, что я хочу, есть дела поважнее, чем то, что хочу я, да. Не важны там мои желания. Это, кстати, очень у многих людей. У меня тоже такая история была, ну, реально была. Вот, поэтому, да, вот не подводи других людей, молчи, не плачь, нельзя брать там чужие вещи. Вот я помню, какую-то притащила куклу с садика, меня чуть-чуть, не хочу выражаться, не запинали ногами. И, соответственно, то есть защитный механизм — это что? Это нельзя, то есть мне психика не дает идти в эти действия, а над защитным механизмом формируется компенсаторика, что бывают случаи, когда проявляться можно. То есть в целом как будто нельзя, но если, например, тебя попросили, да, вот если, например, там, не знаю, пришли к родителям гости, а ты там классно играешь там на фортепиано, да, и тебя прям попросили, ну давай сыграй, и ты такой сыграл, и все тебе похлопали, и удовольствие получили, и ты понимаешь, что, о, вот здесь можно, вот здесь в этом коридоре можно. Дальше уже по жизни на вот эту вот всю историю накладывается уже еще это усугубляется, потому что там уже защитный механизм, много защитных механизмов переплетаются между собой, и там, в принципе, если потенциально действие, оно может не иметь напрямую связки с конкретным проявлением, но если оно потенциально может тебя вернуть опять вот в то состояние, в ту фрустрацию, то, соответственно, оно уже блокируется, то есть ты уже этого делать не можешь. Так, читаю сейчас ваши комментарии, поедем дальше. Так, меня постоянно сравнивали с другими в детстве, конечно же, не в мою пользу, конечно же, не в мою, да, вот меня тоже сравнивали, а я уже когда стала психологом, я задавалась вопросом, а почему вот так интересно, что если ты живешь в сравнивающей среде, да, воспитываешься, когда тебя сравнивают, почему тебя не сравнивают в лучшую сторону, почему тебе не говорят: Катенька, вот посмотри на Ирку, она такая вот тупица, а ты такая умница, почему сравнение всегда идет не в пользу человека, всегда, вот это классика, я даже, кстати, я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Меня постоянно привет, а я вот настолько детально детство не помню, вообще память как будто перекрыли, только самые яркие сюжеты, их немного. Смотрите, ребят, когда вы начнете, если вы начнете с этим работать,
у вас пойдут воспоминания. Это нормальная история. То есть начинайте с вот этих ярких сюжетов, а потом как эти воспоминания посыпятся, как из рога изобилия. То есть вот как только вы начнете, оно потом пойдет, потому что память постепенно будет ситуации разблокировать. То есть это нормальная история. Мало кто помнит прям до 6 лет хорошо свое детство. Обычно вот уже с 6 лет там уже вот как раз эта память, она уже устойчивая. Так, не подводи других людей, вот. И ты смотришь, да, вот на каждое твое, ты же не понимаешь, что такое не подводи. Это же кто-то оценил в моменте, что ты подвела или не подвела. А потом ты каждое свое действие делаешь с оглядкой на то, подвела я кого-то или не подвела я кого-то. Катя, скажите, пожалуйста, если постоянные проблемы с горлом, то ангина, удаление миндалин, фарингит, сейчас доброкачественная опухоль щитовидной железы, это же напрямую связано с психосоматикой. Ну, с моей точки зрения, 99%, вот я считаю, что только врожденные какие-то телесные проблемы, да, с которыми человек рождается, вот это для меня, я не исследовала этот уровень, откуда это берется. Все остальное это 100% психосоматика, потому что телу приходится как раз переваривать вот эти все конфликты психические. Психика, она сваливает все на тело. То есть если возник конфликт некий в психике, и он там не разрешился, и долгое время так висит, психика его утилизирует через тело, то есть она его спускает в тело, и в теле уже этот конфликт начинает болтаться. Поэтому для меня все, что касается тела, это все психосоматика, даже форма, даже внешний вид, форма тела, то, как оно выглядит, да, то, какой от него вайб, болезни, само собой, какие-то болячки. Для меня психика первична. Для меня психика первична в этом случае. Что ты меня позоришь, когда плакала прилюдно? Да, сравнение обычно не в пользу. Так, спасибо вам за ответ, Катерина Мизулина. Закругляйся. Я только вообще-то начала, в принципе, поэтому я это продолжу. Вот, а теперь смотрите, как интересно получается. То есть наше эго, оно в принципе состоит только из защитных механизмов и только из компенсаторных механизмов. Это мое мнение, это мое глубокое убеждение. И, соответственно, что мы теперь можем сказать? Теперь мы можем сказать, что наша личность, то есть то, что мы показываем этому миру, то, чем мы с этим миром взаимодействуем, это является комплексом защитных механизмов и компенсаторных реакций, и компенсаторных механизмов. То есть что такое личность? Это защитная функция. Как интересно, да? Личность – это защитная функция. То есть личность – это не суперсила, как нам казалось. Нам казалось, что личность, масштабная личность, масштабная личность, да? Это же ого-го. Давайте прокачаем нашу личность, давайте нашу личность выведем на новый уровень. А что такое личность? А личность – это защитный механизм. Вот так, ребятки. Как вам такая мысль? Напишите, пожалуйста. Как вам такая мысль? Все меняет, абсолютно все меняет. То есть, по сути, смотрите, когда мы с вами пытаемся опираться на нашу личность, мы с вами опираемся на защиту. Мы с вами, по сути, в этот мир показываем только защиту. Мы с вами с внешним миром, если мы живем из личности и взаимодействуем с внешним миром из личности, мы с вами взаимодействуем защиты с защитами. Почему так много конфликтов среди людей? Почему люди никак не могут друг друга понять? Почему люди не могут договориться? Потому что людей в этих взаимодействиях нет. Защиты
взаимодействуют с защитами. Понимаете? И каждый тянет на себя, чья защита более защитная, чья защита победит. В этой схватке, чья защита победит, в этом конфликте интересов. Вот в чем смысл вот этой личности. Поэтому, когда мы с вами говорим о личностном росте, о прокачке личности, многие, кстати, даже с психологией своей работают, качая при этом личность, да, то есть вот когда мне задают вопрос: Катя, вот почему я там 10 лет что-то делаю, занимаюсь саморазвитием, там занимаюсь там туда-сюда. Сейчас мы с вами поговорим, как это мешает. Мы сейчас к этому подойдем. Я сейчас вам прямо расскажу конкретные истории. Мы сейчас к этому подойдем вопросу. То есть, по сути, когда мне человек говорит, ну что-то вот я тут, ну столько я делаю, столько я саморазвиваюсь, столько я собой занимаюсь, разные методики, разные механизмы, а все равно нафиг меня все время откатывает. Вот в какой-то момент кажется, что вот я вроде все, что-то понял, инсайт, сейчас вот что-то точно в жизни поменяется, проходит пару дней и откат назад. Потому что мы качаем эго, мы его раздуваем, мы его обучаем, мы его адаптируем, мы его качаем, но от перестановки слагаемых сумма-то не меняется. Она не меняется, то есть масштабное эго, оно не дает нам трансформаций. А эго, оно же еще хитрое, оно же еще умеет расщепляться, то есть снова-таки ты говоришь, сейчас эго, сейчас будем вот такое эго нехорошее. Вот, кстати, в чатике многие писали, что вот нужно избавиться от эго, вот нужно выйти из эго. Так вам эго скажет: да, точно, ты прав. Давай мочить эго, отщепится, то есть эго само себя расщепит, и одна часть эго вместе с вами будет мочить другую часть эго. Оно еще само себя там может мочить, само с собой конфликтовать, само себе там что-то доказывать и так далее. Это чистая игра эго. И вы будете думать, что вы мочите эго, а на самом деле это эго играет с самим собой. Какая красавица. Ой, Руслан, благодарю. Я считаю вообще, что во мне просто погибает бьюти-блогер. Я столько собиралась начать вести бьюти-блог, и уже обещала, я, наверное, года 3 назад еще обещала даже нашим девочкам в группе там повыкладывать какую-то косметику, обзорчики, и все никак я до этого не дойду. А так мне хочется, так я это люблю. Может, все-таки запишу хотя бы первое пробное видео. Так, сейчас посмотрю, что вы написали. Как все сложно, если начинать смотреть вглубь? Все очень легко. Все очень легко, просто, вот оно сейчас, наверное, сложно воспринимается, механизмы все устроены легко до безобразия, даже стыдно иногда бывает, как это все легко. А если набор того, что ты искренне любишь, что нравится, что тебе правда интересно, и на этой основе ты находишь и общение, и выстраиваешь жизнь, то это настоящая личность получается. Но я бы сказала так, что настоящей личности не существует, ее не может быть. Потому что, понимаете, если мы с вами будем исходить из того, что мы сейчас к чему мы пришли, если вы как бы тоже, да, склоняетесь к тому, о чем я говорю, то это по сути не может быть что-то настоящее. Потому что, во-первых, любая программа, она теряет свою актуальность. То есть почему мы взрослые, почему мы, когда взрослые, мы становимся такие упоротые. И чем мы становимся взрослее, тем нам тяжелее жить. Как будто бы нам объяснили это тем, что мы стареем. Мы стареем, у нас становится меньше энергии, организм изнашивается, мы там стареем, поэтому нам становится тяжелее жить. А я думаю, что не в этом дело. Я думаю, что как раз дело в том, что костенеют вот эти программы, вот эти механизмы защитные, они же только укрепляются со временем. И получается, что
ты костенеешь в этих программах, а мир изменился. Эта программа уже не актуальна, но даже элементарная история, когда, к примеру, вы хотите прийти к какой-то цели, но вы как раз не можете к ней прийти, потому что защитные механизмы срабатывают, вас в это не пускают. То есть вы уже взрослый человек, вы вроде можете выбирать, и вы можете к этому идти, но то есть та программа, она уже не актуальна, она не соответствует вашим желаниям. Может, в моменте, может, когда мы были детьми, у нас может быть вообще единственное желание, которое у нас было, это радовать маму и папу. Возможно, нам больше, в принципе-то, ничего и не надо было, да, только чтобы, родителей радовать, и, как бы это нормальное желание ребенка. Но сейчас-то мы взрослые люди, нам много чего надо, а работает та прога радовать маму и папу, понимаете? И воспроизводим мы вот те сценарии, когда мы маму и папу радовали. Нам нужно уже другое, поэтому я бы вообще не опиралась на личность, я бы на нее не ориентировалась. Мы не можем взять застывшую картинку, застывший набор программ, потому что мы живем, все меняется, мир меняется, люди меняются, технологии там меняются. И нам нужно всему этому соответствовать, нам нужно идти в ногу со временем. Если мы будем привязываться к этой личности, нам будет сложно меняться, и нам будет сложно быть адекватными моменту. Потому что сегодня я, допустим, могу проявиться по одному, завтра я могу проявиться по-другому, послезавтра по-третьему. Тогда где тут личность? Понимаете? Личность, она как будто должна быть каким-то зафиксированным механизмом. А я не зафиксированный механизм, я живая. Я не хочу иметь какие-то жесткие там убеждения, верования. Я хочу быть гибкой, я хочу быть адаптативной, да, чтобы что ни происходило там во внешнем мире, я могла ко всему адаптироваться, я могла во всем выживать, я могла во всем жить свою жизнь, делать то, что мне нравится, то, что мне хочется. Поэтому я бы вообще не говорила о том, что личность может быть какой-то настоящий. Это чистой воды матрица. Личность — это чистой воды матрица. Не нужно к ней цепляться, не нужно за нее держаться и не нужно за нее цепляться. Потому что на самом деле абсолютно неважно вот эта часть, вот эта составляющая. Нужно быть гибким, вот это, нужно быть адаптативным. У нас с вами, у сущностей, которые родились на этой планете Земля, здесь одна функция — адаптация. То есть мы адаптируемся. Часто через, вот опять же, эго подменяет понятие, и нам кажется, что мы адаптируемся, когда мы подстраиваемся. То есть мы на самом деле нифига не адаптируемся, мы просто подстраиваемся, наступаем себе на горло и подстраиваемся. Но на самом деле это наша единственная задача — быть адаптативными. Психика, когда она масштабная, мощная, крутая, классная, это адаптативная психика, то есть это психика, которая может переварить, пережить, перемолоть абсолютно все, что с ней происходит. Потому что если вы не можете пережить, перемолоть, переварить то, что с вами происходит, у вас расщепление, психические расстройства, неврозы, болеет тело, потому что если психика не справляется, привет, давай тело, разгружай психику, да, и решай вопросы. Поэтому я бы тут вообще даже, не думала в эту сторону, чтобы построить себе настоящую личность. Я бы уходила, даже, честно говоря, от таких размышлений. А что тогда качать? Подождите, мы сейчас... Да, мышцы, да. Если не знаете, что делать, всегда очень... Качать попу — это всегда самый актуальный вопрос. Потому что проблемы закончатся, а попа красивая останется. Так, привет, благодарю. Выходит, есть личность личина и настоящая личность, которая динамична по своей природе и может меняться, как меняются предпочтения, интересы, проявления. Если мы берем классическую психологию, то тогда это уже не личность. Это можем посмотреть, что это такое. Но я бы сказала, наверное, вот если бы вы спросили у меня, как это назвать, то я бы назвала это, наверное, как самость.
да, самость, жить из самости. А что такое жить из самости? Это как раз и есть жить из некого импульса, который в моменте. Вот из этого импульса жить. Почему мне кажется, что умничать не мешки ворочать? Ну, поумничайте. Вам же никто не запрещает. Это из категории, как, это, кстати, вот буквально недавно мы обсуждали эту ситуацию с папой моим, с отцом, как его мать, значит, у нее была сестра родная, и у этой сестры родной тоже было два сына, и, ну, и был мой папа. Они были двоюродные братья. И эти два сына, они пошли, ну, как бы, ну, как это, они были как трудягами, работягами, да, вот. А мой отец, он закончил там высшую школу математики сначала, потом пошел там по военные сначала там училища, академии, все дела, то есть сделал себе карьеру военную. И, ну, в принципе, он такой, он у меня такой очень высокий интеллектуал. Так вот, его мать, моя бабушка, она ему все время говорила, что типа, что ты работаешь, что ты там работаешь, сидишь у себя в кабинете, штаны протираешь. Вот ты на братьев своих посмотри, они вагоны разгружают с утра до ночи. Вот они работают, а ты сидишь в кабинете, штаны протираешь. Это что, работа, что ли? Мне почему-то вот этот комментарий мне напомнил эту ситуацию. Поэтому если это вам, вы считаете, что это так легко, пожалуйста, YouTube вас ждет или какая-то другая площадка. Так, надо обязательно записать видео на бьюти-тематику. Да, я вот обязательно его запишу. Ну и что? Так, кто тогда такой человек и для чего он создан? На этот вопрос есть ответ в моей терапии, кстати. Кто там, тот знает. Но у нас просто это сейчас не тема нашего эфира. Какая умная женщина, как моя учительница математики. Благодарю. Так, у тебя глаза палевые. Я не знаю, что такое глаза палевые. Расшифруйте кто-нибудь. Так, если не на личность, на что мы должны опереться, вот мне кажется, это на самость. Это вот на вот этот наш живой внутренний стержень. Катя, скажи, пожалуйста, телесные практики могут быть инструментом, чтобы сделать это эго понятным и прозрачным? Ведь программы и паттерны поведения записаны в теле. Я думаю, что недостаточно. Почему? Потому что мы можем в теле очень многие вещи отработать, но если мы не меняем мышление, не меняем реакции, не меняем поведение, то это все равно в теле будет продолжать накапливаться. Я предпочитаю работать на двух уровнях. И на уровне тела, чтобы тело больше, я использую тело больше для разгрузки, а психику уже как бы для трансформации неких программ. Катя, как освободиться от эго и соединиться со своей истинной природой? Подождите, это еще рано об этом говорить. Личность может расти и развиваться. Разве нет? Конечно. Конечно, эго может раздуваться бесконечно. Бесконечно. Вот кто-кто, а эго никогда, у него ряха никогда не треснет. Ему всегда мало. Так, я знал, мы инопланетяне, наш корабль разбился. Но обезьяны, они откуда? Причем здесь обезьяны к нам? Так. Так. Спасибо, интересно. Да, тогда я за самость в моменте проявляться как хочешь, без опоры. Да, вот смотрите. Опора на предыдущий опыт – это и есть программа. Это и есть алгоритм. Когда он автоматически. Почему я говорю, что выбора нет? Потому что если вы в моменте каким-то образом среагировали, то вы не выбирали, то есть ваши алгоритмы выбрали, как среагировать, даже если у вас был выбор алгоритмов, но есть еще много алгоритмов, о которых вы не знали, вы не можете их выбрать, потому что они вне зоны вашего доступа, понимаете, в чем смысл? Поэтому тема выбора, она очень сильно ограничена коридором компенсаторных механизмов. Вот как раз компенсаторный механизм, он определяет, в каких рамках можно, в каких рамках есть выбор, в
каких рамках я могу действовать. Например, если у человека жуткий страх денег, да, такое может быть. Вот я приводила пример, как это работает. Вот, например, идут два друга, идут два парня, там, не знаю, подростка, например, идут они по улице, а перед этим одному из этих подростков привалило хорошо по деньгам. Ну, что-то там на голову ему деньги упали. И вот они идут вечером по улице, и на них нападают бандиты. И, например, там тот парень, у которого ничего не было, ему как-то там удается, или его отпускают, потому что вот это, кстати, тоже еще будет отягчающее обстоятельство. Если он отгреб вместе с этим, еще не так плохо. А вот если его отпустили, и зафиксировалась вот эта связка, что меня отпустили, потому что с меня брать нечего, это вообще глына. Это там такая защита формируется от того, чтобы у меня что-то было в этой жизни. И вот представьте, а этого парня, у которого была большая сумма денег при себе, там, не знаю, его там побили очень сильно, там он, не знаю, в больницу попал, не дай бог, не будем говорить, там, покалечили, убили, хотя у нас-то такое в родах сплошь и рядом тоже такие истории, но как будто бы он очень сильно пострадал. И у того человека, который это все видел, все это было как бы у него на глазах, у него сформировался защитный механизм. То есть он увидел связку, что у этого были деньги, из-за денег он пострадал, отягчающее обстоятельство, что у меня денег не было и я не пострадал, потому что это та же программа, но другими словами, то есть она уже дважды у нас закрепилась, да, первый раз она закрепилась, когда он увидел, что кто-то пострадал из-за денег, и если это еще его какой-то друг, знакомый, и он был в ситуации эмоциональное сильное включение, потрясение, соответственно, прицепилась программа «деньги зло», денег можно пострадать. А если еще он при этом не пострадал, потому что у него не было денег, то это вообще шок. И вот у него формируется в эго, да, мы помним, что все наши защитные механизмы в эго, вот у него формируется защитный механизм деньги зло, деньги зло. Деньги могут принести проблемы, из-за денег можно там пострадать, там, не знаю, могут убить, могут покалечить, могут еще что-то сделать. Вот, пожалуйста, защитный механизм. Вот, у нас первый слой. То есть, нет, это второй слой. Первый слой был непосредственное взаимодействие с окружающей средой. Это когда происходила ситуация впервые в жизни у человека. Второй слой – это защитный механизм, что деньги – это зло. Но жить же как-то ему надо, он же живет в материальном мире, где деньги у нас правят балом, да, как ни крути в социуме, во всяком случае. Ему же жить как-то надо, он же не может убегать все время от денег теперь из-за вот этого защитного механизма. Что делает психика? Какой она находит выход? Она находит выход создать компенсаторный механизм. То есть над вот этой защитой создается вот этот коридор, что иногда можно, при определенных условиях тебе можно иметь деньги. Теперь вопрос, при каких? Возможно, какая-то ограниченная сумма. Возможно, на какой-то ограниченный период, давайте так, да, возможно, какая-то ограниченная сумма, и тогда человек не может заработать больше. Он вроде как будто все время пытается больше чуть заработать, но у него не выходит. Вот это вот называется там финансовый потолок, ограничитель и так далее. Возможно, компенсаторный механизм сформируется в рамках ненадолго. Тогда у человека как происходит? Ему деньги приходят и куда-то сразу улетучиваются. Сразу надо где-то заплатить, где-то отдать, а где-то даже украдут то, что останется, чтобы, не дай бог же, не было денег. Либо, каким еще вариантом может сформироваться компенсаторный механизм? Ну, например, что только каким-то образом. Вот ты можешь иметь деньги, только если, например, это твоя жена их зарабатывает, или там твой муж их зарабатывает.
или это только сфера какая-то, знаете, что ты спасаешь людей, помогаешь, потому что ты тогда как будто чувствуешь, что, ну, ты не должен, хороший же человек, не попадает в плохие ситуации. То есть там, я вам говорю, в голове там такие какие-то расплетения, вы когда начнете разбираться, вы охренеете. Либо, возможно, компенсаторный механизм сформировался всеми тремя способами. Мы имеем и одно ограничение, и второе, и третье ограничение. Вот, пожалуйста, вот что значит эго. То есть защитный механизм, сверху компенсаторный механизм. И поэтому, именно по этой причине мы сталкиваемся с тем, что мы чего-то хотим, но не можем никак к этому прийти. Потому что, если вы начнете разбираться, вы увидите, что значит на эту тему у вас есть защитные механизмы. Других вариантов нет. Абсолютно. Мы не можем прийти только тогда к каким-то целям, когда мы себя блокируем туда идти. А блокируем мы себя всегда защитными механизмами. Приведу еще один пример. Кстати, вот обещала, сейчас почитаю комментарии, обещала поговорить на тему нарциссов и социопатов. Так. Чем крупнее личность, тем больше там спрятано. Но все зависит от того, что вы имеете в виду под словом «крупнее». Вот это очень важный момент. Что значит крупнее личность? Как определяется крупность личности? Почему так спокойно ушел, друга бросил перед гопотой? А может быть, он не бросил, может быть, его там выкинули, не знаю, из машины по дороге. То есть мы тут как бы не исходим из данных, что там он бросил или он как-то поступил. Мы исходим из данных, что на его глазах произошла какая-то ситуация. А такие ситуации, они даже могут не обязательно происходить на наших глазах. Мы можем услышать какую-то историю от кого-то и впечатлиться ею, да, фильм увидеть и впечатлиться им. То есть если было вот это эмоциональное включение, к нам прилипают все проги. Почему очень часто говорят, что фильтруйте информацию, которую вы потребляете, фильтруйте то, что вы видите, то, что вы слышите. Потому что это все автоматически встраивается. То есть если мы чем-то впечатляемся, если на что-то у нас идет эмоциональный отклик, это моментально в нас встраивается. Наша личность — это комплекс защитных механизмов. Тело все переваривает, либо накапливает, да, травмы и разгружает психику. Духу, в принципе, все равно, лишь бы опыт проходить, хоть в тюрьме в Таиланде. Абсолютно все равно. Нашему высшему абсолютно все равно, будем мы богатые, счастливые, там, с классными отношениями, ему пофигу. Телу тоже, кстати, пофигу. Телу выжить, самое главное, да, вот этой нашей животной части, главное выжить, неважно, хоть вы в подвале окажетесь, в итоге, если подвал для вашей психики более выживательное место, то именно там мы и окажемся. Так, кто тогда хочет жить в достатке и кайфовать в моменте из импульса? Вот, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Кто тогда хочет двигаться к целям? Кто тогда хочет кайфовать от этой жизни? Кто тогда хочет наслаждаться этой жизнью? Можно иметь деньги, если ты сам можешь двинуть кого-то по лицу и не больше боишься. Ну, смотрите, я вам рассказала одну из ситуаций, а у нас же еще как? Если с нами произошла какая-то ситуация и сформировалась некая программа, то дальше у нас включается фильтр на восприятие реальности, и мы видим только то, что этой программе соответствует, и мы укрепляем ее. То есть программа эта укрепляется, плюс она соединяется пазлами с другими программами. Мы с вами проговорили вот в чистом виде одну ситуацию. А у нас такого в психике очень много, и оно все между собой соединено.
Так, а еще друг смог откупиться только потому, что у него были деньги. Вот, это другая ситуация. Например, это другая ситуация, и это другая программа, когда, например, кто-то выжил, потому что у него, наоборот, были деньги, и вам это протранслировали. Понимаете? То есть как бы есть такая программа, а есть такая программа. Абсолютно верно. Вот этим-то и отличаются наши, почему у кого-то получается, а у кого-то не получается. Это вот какие в человека встроены программы. Потому что если в человека встроена программа, что он благодаря деньгам, он наоборот может выжить, благодаря деньгам он наоборот может там создать себе комфорт, безопасность там и так далее и тому подобное, то вот таким людям им легче, ну, им легко зарабатывать. Ну, у них как бы все гораздо легче. Но скажу вам из опыта, что, наверное, в процентов 80 случаев у нас с вами конфликты программ. У нас с вами вот эти две программы вместе конфликтуют между собой. То есть у нас, ну вот у человека, да, как правило, у 80% людей у них две взаимоисключающие программы. Одна, что деньги равно там безопасность, выживание и так далее. И вторая, что деньги это зло, там можно умереть из-за них, убьют, украдут. И вот эти две проги, они между собой, какая победит, все время на себя перетягивают. Так, привет, привет. Так, смотрите, ребят, я не знаю насчет того, правильная ли это интерпретация. Я вам рассказываю мой опыт, да, работы с собой и с людьми. Это выводы, которые я сделала. Вот, поэтому и тут я вам, ну, не могу сказать, что я же не истина в последней инстанции. Я делюсь тем, как это распаковалось в моей жизни. Так, как так, когда завтра надо вернуть, что забрали, сегодня у этих... Так, ничего не поняла. Личность это просто мысль, ее нет, иллюзия, как Дед Мороз. Я думаю, что личность это вот этот вот алгоритм, алгоритмическая вот эта история, вот это личность. Смотрите, хотела вам еще рассказать такую штуку, потому что спрашивали в группе по поводу нарциссов, да, социопатов, потому что действительно, если, например, зайти в YouTube и набрать слово «нарцисс» в поисковике, то выдает огромное количество видео. Я не знаю, я их не смотрела, но судя по заставкам и по названиям, выдает огромное количество видео разных психологов о том, что там, как там сбежать от нарцисса, убежать от нарцисса, как там, не знаю, нарцисса победить, и вот что вот складывается у меня, может, вы меня исправьте, может, это только я так увидела, но складывается такое впечатление, что нарциссы это какие-то исчадия ада. На самом деле нарциссы, они вот здесь и формируются, вот в этом детстве, вот под этим количеством защитных механизмов и компенсаторных механизмов. Потому что если вы вспомните все, каждый из нас, если сейчас вспомнит, когда мы с вами были детьми, то мы увидим, что у нас ни у кого не было, вот даже если вы плохо помните свое детство, вот если вы вспомните какой-то самый-самый там ранний момент, который вы вспомните, вы увидите, что ни у кого из нас не было какой-то цели кому-то навредить, да, принести кому-то зло. Ну вот как пишут, что нарциссы, абьюзеры, они специально над вами издеваются, потому что им нужно из вас там выкачать все ресурсы до последней капельки и бросить вас умирать бомжом под мостом. То есть вот вы вспомните, когда у вас не было вот этого эго-комплекса, давайте назовем, кстати, предлагаю конкурс на название эго, давайте как-то его так назовем, чтобы была понятна вся тяжесть этой ситуации. То есть тогда, еще в тот момент, когда не было сформировано эго-комплекса,
Мы все были чисты и искренне. У нас был импульс только на собственную потребность. То есть, да, удовлетворяя свою потребность, маленький ребенок может пойти стырить деньги, стырить чужую игрушку, потому что ну, у него нет вот этого защитного механизма, что это делать нельзя. И по сути, но он здесь это сделал не для того, чтобы другого ребенка обидеть или ему навредить. Он эту игрушку стырил удовлетворить собственную потребность. У него в этот момент не было цели или импульса сделать кому-то плохо. Вот, у меня никогда в жизни не было желания кому-то навредить, а мне 60 лет. То есть, понимаете, мы никогда с вами не действуем из позиции кому-то сделать гадость. Это формируется в эго-комплексе. Вот эта история, она формируется только в эго-комплексе. Только эго может хотеть кому-то сделать гадость, там у кого-то забрать ресурсы, у кого-то еще что-то. Вот это наша самость человеческая. Она вообще от этого очень сильно далека. У нее нет такого намерения. Да, она думает о себе, и это правильно, и это естественно, и дальше мы с вами еще будем об этом говорить, потому что мы тоже забили наши потребности, наши импульсы, наши желания, потому что нас обзывают эгоистами. У нас был вот этот импульс сделать что-то для себя, удовлетворить свою потребность, но у нас никогда не было импульса наговнять соседу. Ну, во всяком случае, когда мы были детьми, мы об этом даже не думали, у нас даже в поле вот этого нашего мышления даже не было такой мысли, что можно жить и действовать для того, чтобы сделать кому-то гадость. Ну вот вспомните себя детьми, вот в 6 лет вы думали о том, чтобы кому-то гадость какую-то сделать? Понимаете? Поэтому это инородная тоже история. Вот это нарциссическое, да, что если человек действительно хочет кем-то использоваться, воспользоваться, использовать кого-то, потребить кого-то, кого-то уколоть, укусить, пассивно сагрессировать, сделать кому-то плохо, это не вот этот человек. Нет, у хищника все четко, у хищника ничего личного. Хищник как раз, он реализует исключительно свои потребности, он лишний раз никого не укусит. Он укусит только тогда, когда это соответствует ему из удовлетворению каких-то его потребностей, либо угрожает его безопасности, там, либо ему покушать надо. Он никогда в жизни не пойдет просто так кого-то кусать, показывая этот лев, да, это самое, прыгает жопой, крутит и показывает, какой я царь зверей, самый крутой. Мне хочется посмотреть на такого льва, который хочет гордиться собой, что он лев, да, который хочет показывать там, какой он супер крутой. Это я сейчас говорю к чему? Что чем тяжелее расстройство у человека, чем сильнее у него невроз, тем тяжелее у человека была жизнь. Тем сложнее у него были ситуации, психика не справилась и наворотила там такого, эти трехэтажные защиты и компенсации, и поэтому он такой противный. То есть он такой противный не потому, что он плохой человек, он такой противный, потому что он пережил очень много в детстве абьюза, да, там родители пили, били, поножовщина, там, не знаю, этих детей на улице оставляли, забывали, они там себе попы морозили. Я знаю очень много, ну, таких случаев. И люди такими становятся не потому, что они плохие, тупые, дурные, упоротые, а потому что у них боли такое количество, этой боли, да, они не могут позволить себе выйти за эту защиту, потому что если они провалятся туда, то это будет черная яма, черная дыра, которая человека туда затянет и перемолит. Вот смотрите, приведу вам такой пример. Контролеры,
абьюзеры, контролеры, их очень сильно не любят в социуме, в обществе. Вот такое, наверное, где-то приблизительно к ним отношение, как к нарциссам. Ну, типа, фуй, бе, там, да, ты нарцисс-абьюзер, вот ты такой плохой человек. А ведь если вспомнить, почему человек, в принципе, становится нарциссом, если мы говорим о грандиозном нарциссе, который такой, типа, я самый лучший, самый классный, я мир могу изменить, который в Бога, да, играет. Вот если мы посмотрим его историю, мы обязательно увидим там факты в детстве, когда психика ребенка не справлялась с какими-то ситуациями. Но дело все в том, что у маленького ребенка у него нет ресурса проживать неизбежность. Ну, то есть, вот смотрите, например, ребенок, у которого мать, например, пьет, ну, это я вам рассказываю сейчас реальную ситуацию из жизни, да, ситуацию, которую мне рассказывала одна девочка, которая писала мне, вот, например, мать-алкоголичка лупила ее постоянно матом крыла, лупила. У меня, кстати, была девочка, которую отчим вот так вот за ногу держал с 9-го этажа, с балкона. Ну, я просто знаю очень много офигительных историй, поэтому, ну вот, есть как бы, да, опыт, что на эту тему сказать. И вот представьте, такой отчим или такая мама, которая бьет, которая требует, которая обесценивает, которая, ну тут даже обесценивает, ладно, тут психическое насилие, давайте физическое, бьет ребенка, бьют, каждый день ребенка бьют. Что происходит у ребенка? Вариантов нет, бежать некуда. Это же ребенок. Это взрослый человек может там встать, пнуть и уйти. Ребенок не может, ему некуда идти. У ребенка всегда нет выхода. Он не может сбежать от этой ситуации. Он не может от нее сбежать. Соответственно, психика, она не может выдержать историю о том, что ему некуда бежать. Она не может выдержать эту историю. То есть ребенок, он не может, не ребенок, ну вообще любой человек, подросток тоже, он не может принять тот факт, что я должен терпеть физическую боль и издевательство каждый день, и выхода нет. Поэтому что делает психика ребенка? Психика ребенка придумывает такую историю, что это может прекратиться, если я каким-то стану. То есть таким образом психика находит выход, что все-таки выход есть. Вот он есть, да, если я стану послушным, хорошим, если я буду попадать там в нужное настроение родителя, да, буду там видеть, где он подпил, где он там еще чего-то, буду там в какое-то нужное время буду прятаться, в нужное время буду приходить, а если я буду еще, ну, как бы стараться, вот мне нужно каким-то стать, и тогда это прекратится. Вот откуда ноги растут. Вот откуда ноги растут. Это не то чтобы самообман, это психологическая защита. Это когда психика придумывает себе, что если я начну контролировать ситуацию, я могу ее избежать. То есть если я стану каким-то, или там, например, ребенка не любят в семье, психика не выдерживает этого, да, ну там его там обесценивают, не любят, и она придумывает такое, что если я стану очень умным, то меня полюбят. Ну, ребенок же не понимает, что его не полюбят, потому что, ну, это такие взрослые люди, он здесь ни при чем, дети же все тянут на себя. Вот этот эгоцентризм детский, он и создает эти ситуации, потому что ребенок, он рождается вот с этим эгоцентризмом, ему кажется, что все, что происходит, все из-за него. И, соответственно, это выход психики для того, чтобы она не фрустрировалась. Потому что если я продолжу жить вот в этом состоянии безвыходности, ну вот представьте, я могу, вот я сейчас зафантазирую, и я, например, сейчас представлю, что меня
заперли, там, не знаю, в каком-то подвале, без окон, без дверей, и я понимаю, что я никогда в жизни отсюда не выйду, из этого подвала. То есть я в этом подвале и умру. Что начнет происходить? Пишите ваши варианты. Что начнет происходить, как психика начнет меня защищать в этой ситуации? Это таким родителям нужно выход искать. Ребенок — это ангел, дар небес. Это все понятно. Это все понятно. Но родители, они такие, да, вот, ну, к сожалению, могу вам сказать мою статистику из обращения, вот если взять 100% людей, которые ко мне обращаются, ну, может быть, 10% выросли в каких-то нормальных более или менее условиях. Процентов еще максимум 20 выросли в обесценке, конечно, там, с мамой нарциссихой, там, с какими-то травмированными родителями, но хотя бы там их не били, не пили. И огромное количество людей выросло в семьях, в которых над ними издевались или физически, или психологически. Вот. Да, вот если я умру, тогда вы меня все полюбите. Это тоже защита психики. Это тоже защита психики, что все-таки любовь есть. Она может быть, не может психика ребенка принять тот факт, что его никто не любит и никогда не полюбит. У меня есть в работе люди, которые уже взрослые люди, взрослый мужчина, которому уже, ну, нормально лет, он взрослый человек, ему уже за полтос. Состоятельный мужчина, он до сих пор доказывает родителям, что он достоин любви через деньги, через финансы, через то, что он там их обеспечивает. Это классика жанра. Вот, человек сойдет с ума, правильно. То есть, если я буду адекватно, уверенно понимать, что я из этого подвала никогда в жизни не выйду, то, в принципе, мне останется только сделать себе харакири в этом подвале, чтобы не мучиться. Как телу выжить и психике выжить? Она же понимает, что если я пойму, что все, выхода нет, да, то я сделаю себе харакири. Ей нужно создать какой-то выход из ситуации. Ей нужно создать вариант того, что выход есть, что я отсюда выберусь. Вот то же самое происходит и здесь. Вот, человек будет надеяться, что все-таки кто-то рано или поздно придет. Именно так. Именно так. А он есть, ну, у ребенка, которому 5 лет, и который живет в семье, в которой родители пьют и бьют, ну, выход только один, если кто-то об этом узнает и его заберет из этой семьи. Но снова-таки, тут что хуже для этого ребенка? Жить со своими родителями, ну, которые издеваются, или уйти в детдом? Тут как бы тоже еще надо подумать, а что это самое, что из этих двух зол хуже. Поэтому я это к чему рассказываю? Я это рассказываю к тому, что весь наш пафос, весь наш вот этот вот, вся наша гордыня, весь наш нарциссическая травма или нарциссическое расстройство, социопатия, вот абьюзивность. Ну, когда ребенок вырос в абьюзивной семье, ну как он может не абьюзить? Он других вариантов не знает и не понимает, как с этим миром взаимодействовать, кроме абьюза. Что можно от этого человека вообще ждать? Вопрос. Мені вихід з такої ситуації помогла депривація завдяки тобі. С какой ситуации? Вот с такой ситуации, когда выхода не было. То есть, по сути, все наши расстройства,
Это защитные механизмы и компенсаторные механизмы как точка выхода из безвыходных ситуаций. Вот что я хотела сегодня сказать. На самом деле это, в принципе, второй, да, слой того, что я хотела сегодня дать. То есть в прошлый раз мы с вами рассмотрели эго с точки зрения того, что это личность, которая, в принципе, вообще даже к нам отношения никакого не имеет. А на этом эфире я хотела вам донести, что личность — это набор защитно-компенсаторных механизмов, которые формируются не просто так, не от хорошей жизни. Ну, не от хорошей жизни. Они формируются от хорошей жизни, защитные механизмы не формируются. Когда у нас очень хорошая и сладкая жизнь, там защищаться нечего. Поэтому, когда мы с вами говорим о абьюзерах, когда мы с вами говорим о там, нарциссах, ну, нарциссическая травма, она есть вообще у каждого из нас, потому что мы с вами живем в нарциссическом обществе. А вот нарциссическое расстройство, там грандиозный нарцисс или там скрытый нарцисс, это уже, ну, как если это как расстройство, как патология, то в любом случае это люди, которые очень сильно и длительное время фрустрировали. И поэтому они такими стали. Так, ребят, 1,5 часа я проболтала. Я предлагаю на сегодня закругляться. В принципе, тоже много чего обсудили. Есть что обмозговать. В следующий... Пишите вопросы, если есть по теме эфира. В следующий раз мы с вами уже пойдем конкретно в тему мотивационной системы, как эго туда влазит. Но нужна была эта база. То есть, чтобы вы поняли дальше, нужна была вот эта база. А есть ли хоть какой-то способ близко взаимодействовать с нарциссом, но при этом не равняясь и не неся эмоциональные потери, так сказать? Конечно! У меня мама нарциссиха, у меня мать нарциссиха. Конечно, можно. Естественно, если ты исцеляешься, да, ну, то есть, если ты решаешь свои вопросы, все психические, ты можешь взаимодействовать с кем угодно, хоть с маньяком, хоть с психопатом. Так. Давайте сделаем флешмоб такой, что сейчас я закончу эфир, и каждый из нас подойдет, обнимет и поцелует своего любимого абьюзера или нарцисса. Так. Пожалеть их стоит. Ну, знаете, тут не в жалости дело. Вот, допустим, я не страдаю чувством жалости, я уже давно его из себя выкорчевала. Вот, но просто понимая, почему они такие, у меня нет к ним претензий и вопросов. Вот я скажу так. Это вот то же самое, как мы с вами говорили на прошлом эфире, что ну, мы не виноваты в том, что мы выросли такими личностями, да? Мы сейчас про личности говорим, что мы не виноваты тем, что мы выросли такими личностями, потому что мы сформировались во взаимодействии с внешним миром. То есть внешний мир нас сформировал, то есть нас сформировала наша среда, в которой мы росли. Поэтому мы не виноваты, что мы такие. И очень многие даже в группе писали, ребята, что отваливаются претензии к себе, что ты перестаешь себя, ну как, обесценивать, постоянно выносить себе мозги, впадать в чувство ущербности, что с тобой что-то не так и так далее. То есть, ну вот это исцеляется, вот эта история. То же самое и здесь. Когда ты понимаешь, почему люди стали такими, у тебя нет к ним претензий, у тебя нет к ним каких-то вопросов.
А учитывая то, что если ты психологически проработанный человек, то ты на свой счет не принимаешь ничего, кроме денег, если соединить эти два фактора, что ты не тянешь на свой счет то, что человек реализует свою нарциссическую, невротическую там потребность, ты это не принимаешь на свой счет, и при этом ты понимаешь, что он это делает из глубокой травмы, потому что ему плохо, ему больно, и он сейчас находится в компенсации своего защитного механизма. Нарцисс — это что? Что такое нарцисс? Нарцисс — это защитный механизм в травме неполноценного. То есть нарцисс формируется, нарциссическая часть, она формируется тогда, когда человеку невыносимо все время вваливаться в свою неполноценность, свою ущербность, по сути. Поэтому ты понимаешь, что это у человека его защита, что ему больно, поэтому он так проявляется. А на себя ты это не цепляешь, не вешаешь, на свой счет не принимаешь. Именно по этой причине ты нормально можешь с такими людьми взаимодействовать. Ты на них смотришь другими глазами. Это не глаза жалости, это не глаза там понимания, да, может быть, что ты понимаешь, что там с ними произошло. Ну, сложно понимать вещи, с которыми ты никогда в жизни не сталкивался. Это глаза приятия, просто позволение ему вот так проявляться. Вот и все. Так, и как разделить потребности и хотелки эго? Ну, это вы прям уже далеко зашли, ребят. Это вот этот вопрос, это уже вопрос прям другого уровня, как они разлепляются. Так, криптоэнтузиаст. Да, криптоэнтузиаст. Сегодня я зафиксировала очередной актив. Писала сегодня в группе. Сегодня закрыла актив BNB. Брали мы его 2 года назад по цене 210, по-моему, долларов. А закрыла я его сегодня практически по 1000. Так, перестаешь ждать от человека душевного отношения, которого они не могут дать. Да, тоже правильно. Ну, ты действительно перестаешь, потому что они не могут. Ну, ты, блин, вот представьте, вы подходите к панде и вот так вот начинаете эту панду: «Панда, я хочу, чтобы ты стала тигром. Стань тигром, панда. Начни рычать, панда». Ну, невозможно от панды требовать, чтобы она стала тигром. Она панда. То же самое и здесь. Ты понимаешь, ты не можешь от человека требовать то, чего он не может тебе дать. Если у тебя от этого крыша едет, значит, иди в терапию и прорабатывай все свои невротические потребности. Что ты прицепился к этому человеку, который не может тебе дать любви, чтобы он тебе дал любви. Это твой невроз. Иди вон работай, иди занимайся. Комплименты тоже можно принимать на свой счет. А возможно ли из 100 долларов сделать 10 тысяч и за какое время? Ребята, в группу по крипте заходим, и там мы эти вопросы обсуждаем. У нас в Телеграме есть группа по крипте. Здесь мы с вами немножко другими вещами занимаемся. Так, в чем твоя проблема? Красивая девушка, но несчастливая. Чего тебе самой не хватает для счастья? От чего вы взяли, с чего вы взяли, что я несчастливая? Я проживаю сейчас вообще свою самую лучшую жизнь. Я сорганизовала свою жизнь так, как я всегда хотела жить, в таком режиме, в котором я хотела жить, заниматься, чем я хочу, делать то, да, у меня там несколько проектов, несколько бизнесов. Почему вы решили, что я несчастный человек?
Ну, мне, например, очень по кайфу, и мне, например, очень нравится то, как я сейчас живу. Я сейчас кайфую от этого. Так, проблема с нарциссом в том, что ты видишь, что он мучается, видишь, почему несчастлив, и теплится надежда, что он сможет проснуться и быть счастливым, но, видимо, нет. Ну, если у вас проблема с тем, что кто-то мучается, а у вас с этим проблема, тогда поздравляю вас с травмой созависимости. И, по сути, ваши отношения с нарциссом часто на ней и держатся. Потому что мне не нужно теплить надежды, что кто-то там изменится и проснется и станет счастливым. Я уважаю выбор и жизнь каждого человека. И если человек выбрал проживать такой опыт, то кто я такая, что я буду его осуждать или чего-то ждать или волноваться за него? Вы же понимаете, что когда вы смотрите, ну как, из жалости на другого человека, да, из спасателя, вот это спасу, я тебя сейчас спасу, это же абьюзерство с вашей стороны, потому что вы делаете человека слабым и гадким и мелким, если вы считаете, что он сам не справится со своей жизнью. И кто тогда вы в этих отношениях, если вы так поступаете со своим родным и близким человеком? Перестаньте его спасать, увидьте его мощным, сильным, таким, что он справится. Уважайте, в конце концов, его выбор сидеть в травме, в боли и ничего с этим не делать. Это его выбор. Это же вам надо, чтобы он был счастливый. Это же вам надо, чтобы он вышел из боли. То есть, ну, это как бы, это уже, это уже я свое цепляю на человека. Вот ваша, пожалуйста, связка. Так, это грустно. Хочется, чтобы как можно больше людей жили полную жизнь, особенно если это твои родные. Алекс, поздравляю с травмой созависимого. Вот, папа Макс, расскажи, пожалуйста, как из 100К сделать 10 тысяч. А что за 30 минут? Я бы справилась быстрее. Я бы справилась даже быстрее. Когда я разгадаю это слово за 3 секунды. Так. Нет, у меня дело все в том, что нет, у меня нет линз. Это мои глаза. Более того, они у меня двухцветные. Если я накрашу глаза таким бордовым, то есть сейчас они у меня карие, например, а если я глаза накрашу такими бордовыми тенями, карандашами, они у меня будут зеленые. Вот, поэтому глаза, мне ж каждый эфир, кстати, сегодня в эфире никто не сказал, ни одного не увидела. Может, я не увидела комментарий, пропустила, но сегодня в эфире я не увидела ни одного комментария о том, что я чего-то нанюхалась, слава богу. Сегодня вот как-то, потому что обычно мне все говорят, я смотрю на твои глаза, ты же под чем-то. Так. Не, ну, ребят, смотрите, если ваше настроение зависит от того, какое настроение у людей рядом с вами, это, ну, прям серьезный звоночек. Вот Жанат только хотел спросить. Под чем Катя? Писали, что палевные глаза, это про это, да? Я просто не поняла, что такое палевные глаза. Все. Так, ребят, есть ли еще какие-то вопросики? Если есть, пишем. Если нет, я закругляюсь. Пожалуйста, пересмотрите этот эфир хотя бы еще один раз. Блин, если моим родным плохо, я должен быть веселым. Рили?
Вы серьезно сейчас задаете этот вопрос? Но я могу на него только ответить одно, что на самом деле вы ничего никому не должны. А что вы там делаете, это исключительно ваше дело. Так вы сказали не зависеть сами. Ничего не... Блин. Жалко, конечно, что теряется что-то из контекста, не понимаю вопроса. Так, смотрите, мы с вами на этом заканчиваем. Пожалуйста, пересмотрите этот эфир хотя бы еще один раз, я вас очень прошу, потому что, ну, много здесь такого было, что услышите впервые, когда будете пересматривать эфир, хотя вроде сидели и слушали. Завтра этот эфир я загружу в телегу, это у кого не работает YouTube, чтобы его можно было посмотреть. Задавайте свои вопросы, можете здесь в комментариях, можете в нашей группе в телеге задавать свои вопросы обязательно. Особенно, да, если вы чувствуете, что вы с чем-то не согласны, что у вас какое-то там другое мнение, что у вас какое-то сопротивление. Я только за, потому что в споре всегда проявляется истина, да, не в прямом смысле, но суть вы поняли. Поэтому если вы будете какие-то свои доводы говорить, и мы будем, ну, это проговаривать, как-то расширять эту тему, рассматривать ее с разных сторон, будет классно. Вот, поэтому еще раз, пожалуйста, прошу вас, чтобы вы поставили лайк этому стриму. И если не жалко, есть пару секунд времени, напишите мне, пожалуйста, коммент. Потому что вот эти все комментарии, их YouTube обнуляет почему-то. Не, я только в стриме по ссылкам не хожу. Так, все, тогда всем желаю шикарного вечера, всем желаю шикарного настроения, посылаю вам очень-очень много сердечек. Надеюсь, что сегодняшний эфир был вам полезен. Ну, еще, конечно, что-то разложится, уложится, да, там распакуется, и мы с вами встретимся через неделю. Все, ребятки, я вас люблю. Благодарю.